Господа, всем привет! И сегодня мы едем на дачу. Едем я и вы, конечно же. Едем делать два замечательных дела. Первым делом мы будем коптить сало. Да, деревенское сало, которое я привез с деревни. Вы смотрели этот ролик, и спасибо, что поддержали его. Хорошие комментарии. Всем добра, всем просто обнимаю за это. Не ожидал, честно. Думал, скажут, фу, это деревня, колхоз. Нет, очень поддержали. Приятно, спасибо. И второе дело, которое я еще хотел сделать в сентябре, но так и не добрался, это отделка туалета уличного. Панельки, которую мы забрали с офиса, когда я демонтировал. И я сейчас заехал, купил вот эти стартовые профиля, 5 штук. И пока будет сало коптиться, мы будем заниматься полезным делом. Ну а перед этим воткните по лайку. Погнали! Господа, приехали на дачу. Вот они панели. Вот эти. Немножко БУ, но ничего страшного. Для туалета подойдет. Сейчас я вам покажу место, где мы их будем крепить. Чики-брики. Вот здесь будет. Это туалет. Мы его отделаем сегодня. Ну а коптить мы будем вот здесь. Света уже нету. Надо подключать зимний свет. Но это, наверное, на следующий год, либо еще через год, когда построим дом. Если все нормально, на следующий год уже будет коробка, кстати, и крыша. В доме так-то прохладненько, но у меня есть, господа, вот такой каминчик. Сейчас я его зажгу, и пусть здесь греется. Кто не знает, что это? Это инфракрасная печка. Она у меня уже лет, наверное, 5. Очень хорошо выдает тепло. Мы даже отапливали им коттедж половину, когда делали отделку весной. Там было холодно, мы привозили 2 вот таких штучки. И буквально там через 2 часа уже было комфортно работать. У нее 3 режима. Первый режим это 100 грамм в час расход, второй 200 грамм и третий 300 грамм. Здесь керамические горелки. Вот каждый режим это одна горелка. Вот такой расход, очень минимальный. Баллон у меня на 22 литра стоит сзади. И я его заправлял, наверное, за 5 лет всего лишь. Второй раз, да, заправил и до сих пор. Ну, потому что сейчас очень редко ездю на дачу, протапливаю редко. Вот. Открываем баллончик. Здесь кнопка старт, пьезо. Нажимаем пьезо. Все, загорелось. Нужно зажечь так, чтобы вон тот фитиль, он горел. Там вот термодатчик стоит, штучка, чтобы он ее нагревал. Тогда он не будет гаснуть. Короче, нужно секунд 30 подержать. Тем более я уже давно не пользовался. Переключать на второй режим после того, как керамические соты нагреются. Вот такие у меня видосы, господа, все обо всем. Спросите, сколько она стоила? Я брал ее за 3500, но опять же это было 5-6 лет назад. Такие же примерно есть и 5000, но не больше 5, там 6000 она стоит, и плюс баллон. Баллон у меня обычный металлический, я его тоже взял за 1000 там с чем-то. Отапливаемое помещение до 40 квадратов, он прогревает нормально. Если у вас есть маленькая комнатка на даче, вы приехали зимой, зажгли, но опять же, господа, не забывайте зимой про безопасность, что газовый баллон может бабахнуть, если он был ледяной, холодный. И потом его нагрели. Давление поднимется и все нахер разнесет. Кто не верит, можете посмотреть видео, как палатки взрываются с рыбаками, которые ставят газовые горелки в такой баллончик в палатку, нагревают там до такой температуры, что давление не выдерживает. Но это редкий случай, но бывают. Тепло пошло. Теперь включаем второй режим. Делаем вот так. Все, загорелось. 2 режима здесь достаточно. Также здесь стоит датчик кислорода. Если у вас плохая приточка кислорода, то он просто погаснет, и вы не задохнетесь. Он погаснет, и газ сразу перекроется клапаном. То есть ничего опасного нет. Если вообще есть у вас большие газовые баллоны на 50 литров, вы можете просунуть через стену шланг, как многие это делают, как делали это в деревнях и на многих дачах. И просто подключаться к этой печке. Он даже используется с линолеумом. Вот эта часть, она вообще холодная. Все тепло уходит вверх. Вот здесь. И эта часть всегда холодная. Чуть-чуть она может нагреться, если долго и на максимум шпарить. Так вообще ничего не плавит, ни хрена. Ну что, господа, приступим. Сейчас я вам буду показывать, что это коптилка, сделана самодельная, сделана, знаете, из входной старой двери, которая устанавливается в квартирах. Сделал, естественно, это Алексей Георгиевич. Коптилка с гидрозатвором. Все сделано своими руками. Снимается.
крышка. Коптилка большая, имеет 2 яруса. Здесь имеется внизу поддон обязательный, в который капает жир от сала. На дно мы сейчас будем укладывать щепу. Вот такая вот щепа, она заготовленная, продается в любом, в принципе, магазине, даже в обычных супермаркетах. Щепа лежала у меня на улице, поэтому, скорее всего, она влажная, и мы ее не будем смачивать. Но если у вас щепа лежала дома, и она не влажная, то лучше ее смочить. Немного побрызгать пульверизатором, чтобы она не так быстро начала гореть, когда вы ее поставите на огонь. У меня было полупаковки, мне не хватило. У меня есть еще, это яблоневая щепа. В основном я всегда использую щепу фруктовых деревьев. Можно использовать ветки винограда, мы сейчас тоже их отрежем и положим. И вообще щепу лучше использовать вот такую. Она более крупная и дольше, естественно, прогорает. Закрываем дно полностью, целиком. Так как мы добавили щепу новую, она сухая совершенно, мы делаем вот так. Наливаем на руку и разбрызгиваем. Наливаем и разбрызгиваем. Берем секатор и прям срезаем. И укладываем это тоже вниз. Теперь ставится поддон. Укладываем первую решеточку. Начинаем укладывать сало. Сало у нас засоленное в рассоле. То есть рассол — это кипятится там вода. Туда добавлять соль, специи и все остальное. И потом заливается, когда остынет. Вот такое деревенское сало. В принципе, я выбрал, где есть прослойка, мясо. Просто сделаем надрез. Вот так вот. И все. Сало укладываем не вплотную, как видите, чтобы дым проходил везде. Те места, где сало соприкасается, она не прокоптится. И на этой коптилке можно коптить все, что угодно. Рыбу, мясо. У каждого мяса свое время копчения. Допустим, сало мы будем коптить час, не больше. Рыба коптится от 15 до 25 минут. Укрыли. Для чего нужен гидрозатвор? Для того, чтобы дым у нас не выходил из-под крышки, а оставался внутри. Не нужен большой огонь, то есть нужно по чуть-чуть, понемножку подкладывать, чтобы поддерживался огонь, ну не было такого, знаете, что изо всех щелей шпарит, как на шашлык. Вот и все. Засекаем час, только подкладываем понемножку веточки, небольшие, тоненькие веточки, чтобы был огонь и жар. Ну а пока готовится сало, мы что делаем? Мы занимаемся туалетом. Господа, у нас здесь минимальный набор инструментов. Рулетка, нож, пена, потому что мы будем крепить на пену и только на пену. И уровень. Все. Я даже уголка не взял, так как у меня панели имеют прямые рисунки, то есть по ним режем и все, отмечаем и режем. Сейчас напениваем стену и приклеиваем, как вы видели во многих моих видео. Поэтому не будем на этом зацикливаться. И знаем, как хорошо это все держится и надежно. Используем стартовый профиль. Это на низ и где углы будут. Но углы сегодня точно, господа, не завернутся, потому что панель жесткая, холодная и при этом она очень старая. Им уже примерно 7 лет. При сгибании она по-любому сломается, поэтому в углах будем использовать стартовый профиль. Одну сторону уже закрепил. Смотрится это вот так вот. Будет евроремонт. Пошлите попьем кофе. Я кофе с собой взял в термосе. Сейчас здесь вот подложим. Хотя можно и не подкладывать, но все равно пару веточек таких тоненьких кину. О, а здесь уже Ташкент. Прям капец как тепло. Сейчас убавим. Вот так вот убавляем. Все, одна штучка. Камера сразу запотела, короче, очень тепло. Камера дала это понять. Хоть в трусах ходи. Вот и вторая стена готова. Преобразовывается туалет. Кстати, вот эта штука, это специальный уличный туалет. Он, то есть, с дыркой туда. Там у меня бочка. Есть видео, как я делал этот туалет. Цена вот такой от 500 до 700 рублей, короче, стоит. Цветной подороже с рисунком, без рисунка дешевле. Чтобы запаха не было внутри туалета. У меня внутри там труба и выходит там с другой стороны на улице. То есть и вытягивает, как вытяжка работает. То есть запах у меня вообще здесь не пахнет ничем. Потому что крышка закрыта и оттуда все вытягивает. Вот, сейчас осталось вот эту сейчас стену пройтись. Ну что, прикольно же. Для уличного туалета, я думаю, вообще норм. Уже у нас прошел час. Я больше не подкладываю. Сейчас еще подождем чуть-чуть, а потом уже поставим вот сюда. Остывать надо давать обязательно. Тогда будет сало намного вкуснее. То есть вот этот холодный дым начинает осаживаться. Получается вот такое сало. Вот и готово.
3 стены. И настал момент посмотреть, насколько закоптилось у нас все. Давайте, ребята, дружненько поставим лайк. Воу! Чувствуете? Это просто, это шедеврально. Открываем крышку, все выветривается и остывает. Сложили, положили. Божественно. Хлебушек нужен. Когда остынет, будет вообще бомба. Картошку, яички и сало. Для счастья больше ничего не нужно. А на этом, господа, все. Всем спасибо, всем пока. Мы сделали, в принципе, все, что хотели. Сделали туалет. Все, что не успели мы доделать, доделаем уже в следующем году. Когда будет свет, мы сделаем потолок, доделаем. Все, господа. Крепенько всех обнял. Пока.